Убивать нельзя. Но если очень-очень хочется, а если я принадлежу к среде, где смертоубийственное отвращение к определенному типу людей культивировалось поколениями, подобно кулинарным пристрастиям, убивать нельзя. Но если у меня есть четкое понимание, что мое существование, существование моих ближних невозможно существованием в этом мире другого человека. Зачем во всех организованных религиях этот самый очевидный запрет на отъем жизни у другого человека и каким образом он хитро превращается в свою полную противоположность, имеющую мотивационный характер? На эту чудовищно актуальную в наши дни тему мы с вами сейчас поговорим. Религия претендует всегда на ранг абсолютного универсального носителя морали. Религия утверждает, что без нее люди друг друга поубивают. Религия утверждает, что человек, словами Достоевского, если Бога нет, то все позволено. И только религия прививает нам уважение к автономности другого существа, представление о недопустимости нарушения чужой жизни и так далее, и так далее, и так далее. Если посмотреть, например, иногда я развлекаюсь, смотрю диспуты между представителями религиозной позиции и атеистами, это обычная мотивация всех представителей религиозной позиции. Если религии не будут, то люди друг друга поуничтожают, потому что они движимы только, грубо говоря, брюхом, только соображениями нынешней ситуации, только соображениями конкретной прагматической выгоды и больше ничем. Вот об этом мы, собственно, и поговорим. Религия утверждает, что она меняет людей, получается у нее это или не получается. Я уже предлагал вам свою рабочую схему компонентов любой организованной религии и неорганизованной тоже. Любая религия стремится к тому, чтобы заполучить полный этот набор компонентов, хотя это условная схема, ее можно дробить. В частности, мы поговорим о религиозном запрете, конкретном предписании, которое, безусловно, является частью вероучения абсолютно всех организованных религий, содержится в Священном Писании, многократно повторяется в ритуальном и в культовом измерении, является сердцевиной этики всех религий, повторяется многократно представителями духовенства и очень сильно влияет на духовную жизнь. Другое дело, что влияет часто парадоксально совершенно иначе. Итак, во-первых, как возникает этот запрет? Мы поговорим о разных религиях. Меня часто критикуют за то, что я сосредотачиваю свое внимание только на христианстве, и в частности только на православии, и в частности только на Русской Православной Церкви, и в частности только на РПЦ-МП, хотя я объясняю про свою спецификацию. Но сегодня я небольшой экскурс в сторону других религий сделаю, опять же для того, чтобы оттенить этот момент. Как появляется этот запрет, что он означает, и самое главное, второй аспект, кто наблюдает за его осуществлением, судьи кто. Ну, начнем совсем издалека, конечно же. Начнем мы с вами с буддизма. Из нынешних организованных религий это, видимо, все-таки наиболее древнее, хотя проблемы очень серьезные с буддизмом, поскольку в религиоведческом сообществе буддизм используют как единое цельное понятие, хотя он разбивается на множество различных сект, которые зачастую противоречат друг другу. Грубо говоря, противоречий между различными сектами в буддизме больше, чем противоречий по ключевым, по принципиальным вопросам, например, между христианством и исламом. Христианство, хотя тоже на самом деле религиоведчески не очень грамотно говорить о христианстве, как о цельном блоке, который состоит, например, из армянской церкви и каких-нибудь вопящих харизматов, но абсолютно что их вместе объединяет. Но тем не менее, все-таки в целом христианство цельное, а буддизм он совершенно размытым понятием является. Поэтому не очень грамотно использовать, ладно, по крайней мере я критикую, а религиоведы это понятие используют. Одним из ключевых аспектов буддизма является принцип ахимса. Наверху написан. То есть принципиальный отказ от причинения не только смерти, но любого насилия, любого разрушения любому живому существу.
Восьмеричный путь буддизма, он здесь прописан, это по-английски написано, смотрите внимательно, это правильные взгляды, правильная речь, правильные действия, правильное поведение и так далее, и так далее. То есть Ахимса пропитывает весь восьмеричный путь буддизма, суть которого заключается в самоуничтожении. Но не в прямом смысле слова, хотя об этом я тоже сегодня скажу, а в самоуничтожении себя как личности, поскольку личности у человека нет. Личность – это майя, это иллюзия, это то, что заставляет нас мучиться. Поэтому в школе поймешь, что сансара нирвана, то всякая печаль пройдет, поэтому нужно уничтожить самого себя как отличие сознательное от внешнего мира. И здесь принципиальное отличие запрета на убийство, заключенного в буддизме. Сам Будда текстов не писал, он проповедовал, его сборники его текстов, речей, проповедей в совершенно различных редакциях появились за много лет спустя после того, как он отошел в нирвану, если он туда действительно отошел. Но один из наиболее древних текстовых памятников, который приписывается непосредственно самому Будде Гаутаме Шакьямуни, это Дхаммапада. Там есть несколько текстов, несколько строчек, которые касаются непосредственно нарушения ахимсы. Мы видим, что нельзя бить и убивать. Есть конкретный запрет, и более того, этот запрет с объяснением, в отличие от авраамических религий. Здесь речь идет о сопоставлении себя с другими существами. Здесь речь идет об обетовании в будущей жизни, то есть счастье и прочее. То есть здесь несколько по-другому воспринимается вообще этот сам запрет. По большому счету сейчас я сделаю серьезную методологическую ошибку, поскольку говорить о равенстве запрета на убийство между буддизмом и авраамическими религиями все-таки нельзя. Потому что с точки зрения буддизма принципиальной разницы между мной, мухами, которые летают по моей комнате, какими-нибудь грибками, которые поселились у меня в углу, где протекает крыша, и инфузориями, которые обитают в воздухе, которым я дышу, по большому счету нельзя. По большому счету нет разницы даже между мной и одеждой, которая сейчас на мне. Поэтому, по большому счету, нет разницы между убийством человека и уничтожением, например, таракана. Поэтому некоторые, вот этот принцип ахизма, это не буддийское изобретение, это очень древний еще индуистский принцип, который не только в буддизме, не только в индуизме, в джайнизме он, например, очень силен. Некоторые джайны-монахи известны тем, что они подметают перед собой дорогу, когда идут для того, чтобы ненароком не раздавить какую-нибудь сикарашку, потому что в ней может быть душа твоего дедушки, учитывая чрезвычайную активность органической жизни в Индии, это вполне может быть. Порой между взмахами щеточкой кто-нибудь успевает забежать прямо тебе под ногу. Поэтому не причиняй вреда ничему живому. Если ты это делаешь, то ты просто-напросто затрудняешь свою жизнь. Ты навешиваешь на свою жизнь дополнительные какие-то такие пушечные ядра, которые тебя тянут и тянут и тянут в бесконечное эту сансару и перерождение, которое отягощается с каждым своим витком, и в итоге ты все дальше и дальше от небытия. От саморазрушения как личности, от нирваны, поскольку ты обретаешь сознание, и твое сознание по большому счету состоит из постоянных травм. Поэтому нужно просто перестать вообще по большому счету жить. А поскольку жить это по большому счету означает постоянно убивать, то начни переставать жить с переставанием убийства. И вот такое представление. Опять же, оно чрезвычайно размытое. Но мы чуть-чуть попозже поговорим о том, участвует ли буддизм сегодня в смертоубийствах. Вот немножечко поспойлерю, да, и очень своеобразно. Значит, но так или иначе принципиального разграничения между убийством человека и убийством таракана в буддизме нет, как нет и в других восточных религиях. Принципиальность начинается с авраамических религий, к которым мы традиционно относим по истории возникновения иудаизм. Если современный иудаизм начинать с тех времен еще дохристианских, это христианство и ислам. Речь идет о принципиально ином восприятии человека, образ и подобие Бога. То есть человек, в отличие от всех других живых существ, имеет уникальные черты.
В чем они в чем они проявляются? Ну, огромное количество религий, богословских школ по-разному интерпретируют. Одни более такие светские утверждают, что дело заключается в разуме, в способности к абстрактному мышлению, к воображению, к отделению себя от ситуации. Это более такой светский подход. Другой, более традиционный подход утверждает, что это воля, это способность действовать поперек собственного желания. Вот это является как бы голосом Господа Бога в нас. Но Бог не мир. Бог не присутствует в нашем мироздании. Если в христианстве момент растворенности Бога, в особенности при учении о Святой Троице, Святом Духе, несколько присутствует, то иудаизм и ислам принципиально говорят, наш мир это земная юдоль, Господь Бог, Аллах, Яхве пребывает совершенно в другом пространстве, он здесь просто посматривает сюда. И по стечению обстоятельств мы сюда попали. Поэтому делать то, что здесь заведено, принципиально нельзя. Мир возле лежит, как говорит христианство. Мир это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, как говорит апостол Иоанн Богослов. Мир это бесконечное зло. И я в этом мире заточен и жду, пока эта палатка, словами апостола Петра, от меня отнимется. И я соединюсь с Господом Богом, который пребывает по ту сторону реальности, в настоящей. Поэтому я должен чтить в себе свою инаковость. Я не шимпанзе с точки зрения религиозной этики. Я совершенно другое существо. На этом настаивают авраамические религии все. С этого, собственно, и начинается весь Ветхий Завет с обращения Господа Бога к Аврааму. И дальше, дальше, дальше. Много столетий спустя, после уже египетского периода, в течение 40-летнего странствования евреев по палестинским пустыням, к теме палестинского конфликта, мы на этой волне, безусловно, сегодня перейдем, и более того, этим и обусловлен во многом посыл сегодняшнего вебинара. Но много-много времени спустя Моисей обозначил определенные запреты, законы, заповеди, декалог, 10 заповедей, которые были в текстовом виде обозначены, ну, в виде табличек, глиняных, каменных табличек, на которых эти заповеди были начертаны. Если вы знаете содержание этих мест из книги «Исход», 20 глава, и повтор во Второзаконии, то вы знаете, что Моисей очень долго был с Богом на горе Синай, которая тряслась, там содрогалась и т.д. И потом, когда воодушевленный Моисей, пожилой, с этими каменными огромными скрижалями спустился, он увидел, что евреи за это время окончательно оскотинились, сделали золотого тельца и, в общем-то, радостно ему поклоняются. И даже его собственный родной брат и верховный первосвященник Аарон как бы, в общем-то, стал на сторону беззаконника. В гневе, в ярости Моисей эти таблички раскокал, разбил, поскольку, ну, читайте сами текст Библии, но впоследствии, когда серьезными геноцидальными мерами буйство иудейского народа было остановлено, и Иегова, значит, повелел Моисею заново сделать таблички и заново вторую редакцию этого текста на них поместил. Значит, вот полный текст, потому что здесь, конечно, укороченный такой пропагандистский вариант, а вот полный текст из книги «Исход», 20 главы. Заповеди, кстати, по-разному делят. Их 10, но, к примеру, в протестантизме немножечко по-другому их распределяют. То есть, к примеру, первая заповедь иногда воспринимается протестантами и современными католиками, кстати, как некое вступление, как интро. Поэтому начинаются первой заповедью сегодня многие, в том числе и католики, называют уже заповедь про несотворение кумира. Этому несколько нарушается нумерация. Но обращаю ваше внимание на то, что 3 заповеди чрезвычайно в кратком виде, без пояснения, без комментариев и без уточнения и без обетования. Это заповеди, касающиеся любви, нарушение целомудрия и присвоение чужого имущества. Ну и в общем-то и лжесвидетельство тоже, ну слов как бы несколько побольше. Вот, так что это требует нескольких пояснений. Во-первых, Моисей не дал этот закон.
Этот закон, или как мы называем Ветхий Завет, ну с точки зрения христиан Ветхий Завет, с точки зрения иудеев никакой не ветхий, он постоянный. Он был заключен между Авраамом и семенем его, которым являются все иудеи и неевреи по крови, принявшие иудаизм. И этот завет символически обозначается обрезанием всех лиц мужского пола в иудаизме. Так что эти заповеди даны были еще Аврааму. Моисей их лишь напомнил, потому что люди отупели, скотинились, поэтому нужно написать на бумажке, чтобы, или даже на камне, хотя, как показала история Ветхого Завета, даже и камень бывает не очень прочным носителем информации, но для того, чтобы уж совсем-то не скотинивались. Так что, в общем-то, этот завет гораздо более давний. Он в устной форме был дан Яхве Аврааму, а впоследствии он несколько раз уточнялся, поэтому мы с вами приходим к теме комментариев. Об этом мы будем постоянно говорить. Ну, к примеру, самое простое, не убий. Оно относится только к человеку или к животным. Значит, есть множество инсинуаций на тему еврейского произношения, современных переводов и так далее. То есть уже мы видим определенную неограниченность. То есть на таракана это распространяется, на врага это распространяется, на аборт это распространяется, заповедь «не убей», на вора, который лезет ко мне в дом или уничтожает, пытается уничтожить моих домочадцев, это распространяется, и одинаково ли распространяется это на всех? Поэтому мы с вами приходим к теме комментариев. И иудаизм славен своими комментариями в виде Талмуда, в виде Мишны. Разные комментаторы по-разному составляли. В целом Маймонид перечислял 613 заповедей и заветов, которые были даны Ноевым детям, то есть, собственно говоря, самим евреям. В Вавилонском Талмуде заповедь «не убий» определенным образом уточнена. Мы уже видим начало комментариев. Комментаторская работа, друзья мои, это самое главное в заповеди «не убий». Поскольку важно не то, что написано и как звучит, важно то, насколько ты доверяешь комментатору. Обращаю ваше внимание, друзья, что Талмуд, который является огромным, гигантским, многотомным сводом комментариев к письменному закону, к Торе, содержит определенные уточнения. То есть, к примеру, вводится понятие «авот-зара», то есть это нечестие. И речь идет не просто о допустимости нарушения заповеди «не убий», а об обязательности. Правда, различается сыны Ноевы, то есть евреи, и безбожники. Несколько по-разному они должны быть наказаны за это. Но идолопоклонство еще ладно, хотя, опять же, идолопоклонство, если человек молится там, перед идолом Конфуция или Лао Цзы или Меркурия, это одно. Если человек, например, носит как рэперы на себе значок доллара и поклоняется деньгам и земному успеху, это несколько другое. А вот богохульство, вот что мы сюда относим? Как определить, что человек произносит определенное богохульство? История Ветхого Завета – это история просто каких-то кошмарных кровавых историй, в которых огромное количество людей и персонально, и даже этнические чистки обусловливались тем, что эти народы либо действиями своими совершали богохульство, поклоняясь другим богам, либо изрекали его вербально. Поэтому там, чрезвычайно образом их уничтожали, или определенно изуверские были моменты, касающиеся, например, убийства всех мужчин и осеменения всех женщин и иноплеменниц, иноплеменников вот этих вот. Призывы к убийству иноплеменников начинаются буквально на следующей странице Торы, после того, как дана эта заповедь. Рассуждается о том, где, как, кого. Во Второзаконии, например, разговор о том, что ворожею не оставляй в живых колдунью, то есть в обязательном порядке побивать камнями, начинается прямо на той же странице синодального издания. И вот еврейские мудрецы-комментаторы уточняют, что необходимо того, кто Бога злословит, нужно убивать. То есть речь идет о еврейских мудрецах, которые комментируют Бога. Бог где-то там, а мы здесь на земле.
Обратимся к великому Маймониду, который является, собственно, одним из выдающихся комментаторов о его кодексе, где речь идет о комментариях, о запрете проклинать Бога и запрет убивать. Обратите внимание на нюансы. Начинается риторика. История религии – это история риторики, история словесных упражнений, история логических ловушек. У меня тоже отдельный вебинар, который так и назывался «Религия как сфера речевых манипуляций». Если Ктулху будет угодно, я его постараюсь оцифровать и когда-нибудь выложу, как только силы появятся и время для этого свободное. То есть, по большому счету, религия, а это не откровение кого-то кому-то, это хорошо подвешенный язык и система убеждений, которые не всегда вербальны, который включает в себя и авторитеты, социальные факторы, и традиционную структуру общества. Если у тебя большая, длинная, седая борода, как ты можешь быть неправым? Ну и, конечно, политические аспекты, о которых мы поговорим несколько позже. Поскольку если ты сильно много рассуждаешь, с тобой будет не богослов дискутировать, а совершенно другой человек, бряцая определенными орудиями повышения аргументированности, он очень быстро добьется от тебя согласия с основными догмами. Итак, обращаю ваше внимание на комментарий, опять же, Маймонида, которого вообще называют основоположником и еврейского гуманизма, основоположником еврейского просвещения. Обратите внимание, как он четко разграничивает смерть и наказание, обращенные на еврея и на нееврея. И в плане мотивации, и в плане оружия, и в плане допустимости прощения. То есть, опять же, как бы заповедь «не убий» дана безотносительно всем, но, как сказал величайший классик уже теперь нашего времени, все животные равны, но некоторые животные равнее. Вот с этих вот замечательных изощрений в искажениях, изменениях вот этих вот самых заповедей мы с вами обращаем внимание. То есть, грубо говоря, почему, что такое иудаизм? Это огромная история. Ну, во-первых, не просто самих многочисленных толкований на толкование, но по большому счету иудаизм разбивается на определенные школы, сосредоточенные вокруг особо авторитетных раввинов, толкование которых является нормой права и влияет на то, останусь я жив или не останусь. Ну а почему мы слушаемся этого раввина, а не того? Ну, об этом я уже сказал и поговорим также несколько дальше. Обратимся к Корану, обратимся к исламу. Сегодня интернет просто заполонен огромным количеством улыбастьев мусульманских, которые начинают все свои бесконечные лекции с одной фразы, что ислам это не то, что вы о нем думаете, ислам это не то, что о нем думали всегда, ислам это не то, что о нем говорит ислам это нечто совсем другое. Сейчас я вам объясню. Вот. И начинает всякий доктор Закир и прочие рассказывать о том, что есть что. Дело в том, что хотя ислам это религия мирная, значит, ну, даже не в том смысле, что ислам нужен весь мир, а в том, что ислам сегодня себя позиционирует как религию, несущую всем мир. На самом деле есть нюанс. Ну, во-первых, согласно мусульманскому богословию, которое тоже не является цельной какой-то концепцией, во-первых, разделение на различные группы, там, начиная с суннитов, шиитов и заканчивая конкретными масхабами, то есть школами вероучения мусульманского, значит, и внутри них определенное разделение есть, то есть нет цельной картины. Но, в общем-то, по большому счету, все абсолютно мусульманские богословы едины по нескольким параметрам. Ну, во-первых, Тора, закон, который дал Яхве людям, испорчен. Люди исказили, во-первых, текстово, поэтому надо новый текст дать, и был ниспослан Джабраилом Коран. Во-вторых, исказили здесь толкованиями своими, поэтому надо перетолковать. Поэтому как бы люди Писания отличаются от всех остальных поганых безбожников, поэтому их, в общем-то, убивать нельзя, хотя у салафитов, ваххабитов своя позиция на этот счет. Значит, но, в общем-то, и дела с ними можно иметь определенные, но это все-таки люди почтенного, но все-таки второго сорта, поскольку они Писание исказили. Не в ответе они за родителей, за отцов своих предков, которые Писание исказили, но все-таки Тора
неправильное, поэтому надо уточнить. И запрет на убийство в Коране, он очень своеобразно выражен. Четких фраз о том, что убивать нельзя, нет. Вообще Коран это не текст, к которому люди привыкли, изучая, например, христианство, где даны четкие рассказы, значит, повествование, значит, поучения определенные. Даже если это ветхозаветные какие-то притчи, то они тоже даны весьма разумно, логично, без всяких там куанов, типа хлопок одной ладонью. То есть Библия очень рациональна. Даже поэтические аспекты, типа премудрости или песни Соломоновой в Библии, они не предполагают, значит, какого-то иррационализма восприятия. А Коран это поэма. Поэтому, по большому счету, читать его можно только на арабском и только подготовленному человеку. Поскольку совершенно иначе нет ни одной четкой конкретной фразы. Это песня. И как всякую песню можно понимать и по-всякому. «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочие». Вот, в частности, обратите внимание, не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву. Какое право? То есть сразу же оговаривается, людей убивать нельзя, только если ты не имеешь на это права. А кто тебе это право дает? Здесь возникает очень и очень много интересных нюансов. В отличие, к примеру, от христианство, которое, в общем-то, тяготеет к конфессиональности, к какой-то церковности, к вычленению духовенства, к обособлению духовенства в особую касту, которая будет тебе диктовать, как себя вести. И внутри себя это духовенство будет определенным образом кристаллизовать понятия, поэтому в обязательном порядке для духовенства нужен определенный уровень образованности и так далее, то по большому счету ислам сосредоточен вокруг конкретных учителей в конкретных мечетях. Конкретный имам, конкретный мулла, конкретный шейх какой-то, в общем-то, является в каком-то региональном аспекте величайшим комментатором. Поэтому, значит, он и обозначает тебе, есть у тебя на это право или нет у тебя на это права. Поэтому, грубо говоря, человек может иметь такого комментатора в лице какого-нибудь хатыб-имама в каком-нибудь Нижнеурюпинском районе города Москвы. Или где-нибудь в трущобах под Парижем или под Лос-Анджелесом, который тебе прокомментирует, что это такое за право, и имеешь ли, и как тебе это самое право осуществить. Значит, речь идет о том, что люди имеют власть убивать. Смотрите дальше на эти строчки. Ну, давайте к ним пройдемся. Обычно три аята из Корана обозначают, касаются темы убийства, значит, из трех сур. Значит, первая сура, то есть 17-я сура, значит, сура 25, обратите внимание. То же самое, не убивайте душу, это очень страшно. Убийство, согласно исламу, это чудовищный грех, это то, что вызывает у Аллаха наибольшее отвращение. Только если это убийство не по праву. Вот, значит, то есть опять же мы видим это же самое. Обращаю ваше внимание на то, что эта сура в переводе Крачковского называется «развлечение». То есть вся она направлена на то, чтобы научить человека отличать, так сказать, зло от добра. Ну и третье, это по истории, хотя она хронологически и по номеру своему предшествует другим, но обычно ее ставят на третье место. Но обратите ваше внимание о том, что убивать нельзя никого, кроме тех людей, которые испортили землю. Но имеется в виду не экологические какие-то нарушения, не выброс удобрений в мировой океан, а имеется в виду кое-что другое. Здесь речь идет о людях, которые испортили понимание Аллаха, о людях, которые вносят какие-то новые новшества, которые разрушают нравственность, которые коверкают мировосприятие и, в общем-то, вредят благочестию. Кто правильный человек в исламе? В христианстве, например, правильный человек – это Иисус Христос. Вот, поэтому правильный человек – это тот, кто максимально ему уподобился. В исламе это тот, кто соблюдает все правила. В отличие от христианства, их можно все соблюсти. Трудно, но можно. Поэтому, значит, ты действительно настоящий, верный, так сказать, ровный чувак, если ты все эти законы, все эти правила соблюл. Значит, соответственно, на противоположном полюсе находятся те люди, которые отступают от полноты правил.
Поэтому чем дальше они отступают, тем неправильнее эти люди становятся. И одно дело это личное отступление, Аллах милостив, как любят современные неомусульмане повторять. А другое дело, если они еще и учат этому других людей появляется. Поэтому я ни в коем случае не хочу сказать, что горы трупов, которые нагромоздили за всю свою историю мусульмане, выше или, так сказать, особо сочные и более истекающие кровью, чем горы трупов, которые нагромоздили за свою историю христиане или безбожники. Значит, ну, я обращаю ваше внимание, опять же, на комментаторскую систему, что с точки зрения логики и риторики ислам однозначно подчиняет заповедь неубийства комментатору и позволяет распоряжаться. А если у меня под рукой нет никакого имама, никакого комментария, а я просто мусульманин, живущий в том же самом Париже, я комментирую так, как считаю нужным. В этом особенность книжных религий. Вот то, что касается ислама. Вопросы есть по исламу и про заповеди «не убий» в исламе и в иудаизме? Интересно. Хотя эти религии чрезвычайно враждуют, обе они совершенно одинаково поступают с заповеди «не убий». Но если в иудаизме просто поверх заповеди «не убий» нагромождаются многотомные комментарии, которые подчиняют эту заповедь комментариям, то в исламе все еще более персонифицировано. То есть не тексту Талмуда подчиняется, а конкретному вероучителю, конкретному шейху, который показывает пальцами, говорит, вот право этого человека можно убить. Итак, значит, я снова отмотаю обратно на заповедь «не убей», для того, чтобы вы могли увидеть текст из книги «Исход», 20 глава, заповедь «не убивай». Точка. В христианстве, мы знаем, есть три, так сказать, доминирующих направления. Это католичество, протестантизм и православие, ну и древневосточные так называемые церкви, которые, как правило, идут в фарватере либо у католиков, либо у православных. Поэтому одним из главных моментов комментария является, конечно, католичество. В мире больше миллиарда католиков живет. Что католики говорят по поводу заповеди «не убей»? Перед вами, друзья, текст из катехизис – это основа вероучения. Один из самых до сих пор авторитетных катехизисов, ну, русскоязычный, издал католический священник Станислав Тышкевич. И вот мы видим, среди русской миграции в Харбине в 1935 году, в данном случае издание специально поместил для того, чтобы вы видели, что я опираюсь на конкретный исторический памятник. Значит, если посмотреть на любой чат католиков, то мы опять же увидим постоянную полемику между сторонниками новых катехизисов и, так сказать, классики в виде Тышкевича. Кого можно убивать? Никого нельзя убивать. Но опять начинается комментарий. Вот. Оговаривается наглец, когда ты защищаешь свою честь, разбойник, которого можно и прочее. И подпункт Б. Я многократно говорил, что что религия это приложение к государству. И рассматривать религию в отрыве от государства, то же самое, что рассматривать, к примеру, чайную заварку отдельно от воды в чай. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакого смысла. Чтобы узнать, каков этот чай, его надо заварить. Поэтому рассуждать о каких-то заповедях, канонах, этических предписаниях в религии, не имея в виду то, как это реализуется в определенном государстве, ну это пустопорожний разговор. Поэтому католичество, хотя, напоминаю слова апостола Павла в послании к римлянам, подчиняйтесь всякой власти, ибо всякая власть от Бога установлена. И далее в другом месте он пишет, противящийся власти противится Божьему установлению. Поэтому государство установлено властью, государство установлено Богом. И мы видим, что государство может показать пальцами и сказать, это враг, его можно убить, и тогда, убивая его, ты, конечно, не считаешься убийцем. Ну, современный католик Арестович, к примеру, в одном из своих роликов говорит, что это на войне не бывает убийства, на войне бывает уничтожение противника и прочее, прочее, прочее. Пошла, как говорится, риторика по кочкам. Это катехизис столетней давности. Сегодняшнее католичество
В 2002 году был выпущен на русском языке новейший обновленный катехизис католической церкви, который с учетом перестроившейся после Второго Ватиканского собора 1965 года католической церкви уже совершенно по-другому эти принципы обозначает, развивает, комментирует. Комментариев на тему «не убий», наверное, больше, чем на тему любой другой заповеди. Многостраничный опус перед вами. И я просто предлагаю вам глянуть на экран и просто пробежаться глазами. Здесь тебе утянет сферу высоких рассуждений и романтических суждений о том, как хорошо быть человеком. Кстати, это отличает католичество современное, по крайней мере, от православия, обозначение автономного существования человеческой личности. Человека нельзя убить, потому что он автономное живое существо, обладающее сознанием, а не потому, что это образ подобия Бога. Это неокатоличество, некоторый новый крен. Разговоры о любви к самому себе и прочее. Но так или иначе мы видим разрешение убийства. Поэтому с точки зрения христианства «не убий» надо всегда ставить в скобочках «без разрешения». Следующая страница, обращая внимание на военные действия. То есть война – это зло. Нужно избегать войны. Но уж если началась война, то и все дальше пошло. Служение Родине, причем тут Родина и спасение Царства Небесное, государственным властям и даже риторика гонки вооружений. Обращая внимание, что этот катехизис начал складываться постепенно после Второго Ватиканского собора, то есть в конце 60-х, начале 70-х годов, это самый, так сказать, пик гонки вооружений. Помним там черный вторник и так далее. К этому же времени относится. Поэтому сегодня он несколько архаичен, с одной стороны. С другой стороны, все эти фразы звучат чрезвычайно актуально, учитывая сегодняшние конфликты с христианской точки зрения. Поэтому запрещает ли с точки зрения католичества заповедь «не убий»? Конечно, запрещает убийство, но только если не и начинаем загибать пальцы. Опять же, включается риторика, она централизованная в католичестве, она запрещает множественность толкования, она исходит свыше, обращая ваше внимание на ссылки внизу каждой из этих страниц, то есть речь идет об отсылках либо к авторитетным каким-то богословам католическим, либо это к конкретным инструкциям, конкретным энцикликам, выпущенным Папой Римским, либо каким-то постановлением какого-то кардинальского совета, который уполномочен выносить решения здесь. Второй по численности конфессии христианской, направления христианского. Мартин Лютер, один из основоположников протестантизма. Протестантизм чрезвычайно разнообразен и в плане догматики, и риторики, и вероучения. Даже если мы не берем парахристианские направления типа свидетелей Иеговы или Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, которая теперь запретила себя называть мормонами, а говорим только о тех, которые не приделывают к Библии ничего другого, никакие журнальчики свои, никакие книги мормона, только руководствуются Библией. Между лютеранами и какими-нибудь южными баптистами и вопящими на службах и исцеляющими бесконечно друг друга харизматами, как говорят евреи, две большие разницы. Но тем не менее Мартин Лютер является одним из самых главных авторитетов здесь. И опять же мы видим вроде бы простое утверждение. Но он опять комментирует: не убивай, что это значит? Он говорит про, обращая внимание, не вредить жизни ближнего своего. А кто есть ближний мой? Да, и мы начинаем опять всю эту знаменитую новозаветные логические игры, притча о ближнем. То есть это тот человек, пропуская, так сказать, чтобы не утомлять вас библейским повествованием, ближний мой — это тот, кто делает мне добро, тот, кто делает мне благо, точнее. Он мой ближний. Я сам измеряю, что есть благо для меня, а что есть неблаго. То есть, когда мимо меня проходит священник и не помогает мне вылезти из канавы, значит, он мне не ближний. А когда мимо проходит иноверец, который помогает мне вылезти из канавы, значит, кормит, поет меня и поселяет в гостинице, я называю это благом. Потому что я считаю, что благополучие, жизнь, здоровье, сытость и помощь моей жизни – это благо. То есть я опять же начинаю комментировать. Но в основе всего этого, все-таки обращаю внимание, начало комментария Мартина Лютера. Мы должны бояться и любить Бога. Поэтому ближний мой, помимо того, что он мне оказывает помощь, он еще не должен быть тем,
кто отвращает меня от страха Божьего и от любви к Господу Богу. Вот. Так что, если человек, грубо говоря, безбожник, ну как он сможет быть ближним? Мы должны, пишет Мартин Лютер, обязаны быть перед Богом в ощущении какого-то долга. Например, у Кальвина, основоположника совершенно другого направления в протестантизме, несколько своя характеристика, там вообще весь акцент делается на осознание этого долга. Но это есть и в протестантизме. Итак, хотя, казалось бы, не очень такие гладкие формулировки, но обратите внимание, уже здесь начинается долженствование и обозначение того, что эта заповедь относится только к ближнему моему, тому, кто боится и любит Бога вместе со мной. Особенность православия, что четкого догматического вероучения у него не было и нет, и не будет никогда. Потому что в этом слабость православия, в этом его сила. Поскольку сколько авторитетных богословов в православии, авторитет заключается в высокой должности, в распоряжении имуществом и так далее, столько и богословских школ. Кто-то прокатолики, кто-то пропротестанты, они друг с другом враждуют, там, стараются друг другу жизнь испоганить. Поэтому православие, оно чрезвычайно гибкое, оно выживает, потому что по большому счету никакие тексты, заповеди, каноны, все это фигня с точки зрения православия. Нужно знать, где ставить свечки за здравие и за упокой. Православие – это ритуал, это красота богослужения, говоря красивым языком. Это осуществление ритуала буквально, максимально приближено к какому-то первоначалу. А рассуждение обо всем об этом, это так, игры досужего ума. Поэтому, значит, в православии нельзя найти никакую общеутвержденную, в общем-то, книгу, на которую все всегда ссылались бы. Тем более говоря о национальных православных церквах, грузинской, сербской, болгарской, иерусалимской и так далее. Но мы с вами говорим о российском православии, которое, начиная с 19 века, в общем-то, такую сердцевину как бы имеет. Это по католическому образцу, сделанный московским митрополитом Филаретом, катехизис пространный, христианский, который трактует эту заповедь вот, ну, по моде католической. Собственно говоря, катехизис это вообще-то католическое изобретение, но митрополит Филарет, он пытался какой-то порядок здесь навести. Друзья мои, это не просто книжка. До сих пор в православных духовных семинариях изучают вероучение на первом курсе будущие батюшки по этой книге. И более того, во многих до сих пор репринтные издания, даже вот с ятями, вот с этими, из желтой бумаги до сих пор распространено. Появляются, конечно, регулярно какие-то новые катехизисы, но до сих пор это наиболее авторитетные. Поэтому это не просто какой-то опус, вытащенный из загашника, это сердцевина современного православного богословия. И что мы здесь говорим? Обращаем внимание. Не убийство, не есть беззаконное убийство. Во-первых, видите, митрополит Филарет дополняет, что есть убийство, а есть беззаконное и беззаконное. Вот, то есть, значит, не просто убийство, бывает беззаконное убийство, бывает законное убийство. То есть опять начинаются логические игры. И если тебя наказывают за преступление, это не убийство, точнее убийство, но оксюморон, убийство, к слову убийство добавляется новое слово, которое по большому счету должно маскировать предыдущее. Это убийство какое? Морковное, пластмассовое, законное убийство. Вот так вот. А что является основой закона? Государственный уголовный кодекс. Все, опять же, отступ, как я говорил многократно, религия – это дополнение к государству, а православие – это всегда не просто дополнение, это один из инструментов государственной машины. И второй пункт, речь идет конкретно война, но за государя и отечество. Вот, значит, кто определяет, что есть война за государя? Государя теперь как бы нет, но есть отечество. Что определять отечество и прочее. Поэтому приходит этот самый митрополит Филарет, приходят современные митрополиты, приходят батюшки, которые показывают пальцем и говорят, это отечество, это враг отечества. Без разницы, что он такого же вероучения, как и ты. Что он не просто христианин, а тоже православный христианин. Только по стечению обстоятельств он принадлежит не к РПЦ МП, а к Украинской православной церкви. Точно так же служит службы, причащается, исповедуется. Или грузинской православной церкви он принадлежит. Поэтому отношение к нему в данном случае совершенно другое. Он не твой иноверец, он не твой ближний.
поверх вероучительного единства, литургического, евхаристического, эти фразочки используют православные, поверх всей этой фигни навешивается национальное единство, не просто национальное, а государственное. Поэтому, грубо говоря, значит, опять же мы возвращаемся к обозначенной мной раньше фразе «не убий», в скобочках, если не разрешено и не указано, кого конкретно. Это православный путь отношения к заповеди «не убий». Опять же, митрополит Филарет, он знаменит этой фразой, которая ему приписывается, многократно, которую очень любят современные различные националисты, которые на протяжении нулевых и десятых годов усердно переквалифицировались из скинхедов, из национал-большевиков, из ультраправых в благоверных православных националистов, хоругвеносцев, 40-сороков и так далее, отращивали бороды, значит, надевали косоворотки поверх языческих рунных татуировок и прочее. Вот в этой среде чрезвычайно распространена вот эта вот фраза митрополита Филарета, которую я лично слышал от тех ребят, которые на заре своей карьеры пытались, заявляли о обязательном убийстве чурок, хачей и прочие термины, которые они использовали, гонялись за несчастными укладчиками тротуарной плитки с арматурными прутьями, потом обзавелись пузиками, бородами, православным вероучением, а кто-то и синими пиджаками депутатов и членов различных правительственных и региональных политических партий. Вот. И от этих людей я слышал эту фразу, ну, наверное, многие-многие десятки раз. Прощай своих врагов, бей врагов Отечества, гнушайся врагов Божьих. Ну, чуть в сторону отсюда, может, это личная проблема самого митрополита Филарета. Вот второй, наверное, по авторитетности, для того, чтобы второй по авторитетности богослов современного православного мира, чтобы не замыкать нам православие вот в рамках России, вот это сербский богослов, который чрезвычайно популярен был не в самой Сербии, откуда он благополучно, значит, сбежал во время Второй мировой войны, а в православной среде, в основном русскоязычной, в основном в Северной Америке и за границей. Это святитель Николай Велимирович, сербский архиерей, вот, который, значит, много прославился и призывами к подчинению Гитлеру, и описанию его как истинного рыцаря Христова. Потом в 50-м году он на другой волне уже написал постфактум книжки о том, что Гитлер был враг христианской веры, значит, и что на самом деле, когда он во время 40-х годов утверждал, что евреи не являются людьми, их нужно убивать, он не то имел в виду. Но 2000 лет по монастырям оттачивалась христианская риторика, поэтому стоит любому батюшке открыть рот, ты немедленно забываешь о противоречии. А если это делают авторитетные богословы, которые больше ничем не занимались, которые которые, во-первых, были талантливы, во-вторых, опирались на многовековую православную ученость, в-третьих, имели достаточный доход, чтобы не бегать по работам, там, по репетиторствам и по всему прочему, а могли только заниматься одним своим ремеслом, оттачиванием риторики. Мы видим то же самое. Мы видим о том, что война, Божья война, война за правду против ужаса лжи. То есть, а что такое ужас лжи? То есть, тот, кто распространяет ужас лжи, тот враг Бога, говорит святитель Николай Сербский. А кто враг Бога, вот он тебе конкретно скажет. Ну, он, конечно, уже давным-давно помер, но ты придешь к батюшке в церковь, и батюшка тебе укажет. Почему мы сейчас об этом говорим? Почему это наиболее актуально? Дело в том, что сейчас, кто такие воцерковленные люди? Кто такие православные? Ну, есть две полярные точки зрения. Одна сугубо религиоведческая. Мой уважаемый коллега Константин Михайлов ее озвучивает, рассуждая о мизерном проценте людей, которые ходят в церкви, соблюдают посты, знают, о чем вообще учат эти самые священники и прочее. И другая точка зрения, которая подтверждается бесконечными, бесчисленными цифрами просмотров роликов этих батюшек в интернете, в ТикТоке, на Ютубе и так далее. То есть это авторитетные фигуры. В России достаточно много проживает католиков. Значит, ну разве популярны католические священники в некатолической среде?
Тем не менее, открывая, включая телевизор, какие-нибудь общественно-политические программы, наблюдая просто в интернете или приходя на линейку в школу и прочие какие-то общественные мероприятия, мы видим православных священнослужителей, которые продолжают нам говорить. Дело в том, что в одном случае мне говорят: иди на войну, убивай представителя другого государства, потому что он мешает нашему олигарху зарабатывать деньги. Ты что, противник нашего олигарха? Грубо говоря, ты считаешь, что украинские олигархи лучше, чем олигархи российские? Наш олигарх – это наш родной олигарх, поэтому иди убивай за его противников. Эта риторика не будет действовать. Даже если мы подключим государственническую риторику, она тоже действует, но ограниченно. Потому что, в общем-то, за 2000-е, 90-е, ну, за последние 30 лет мы приучились к какой-то автономности существования. И поэтому, когда тебе говорят в глаза: это твой священный долг, это твоя воинская обязанность, ну-ка быстро иди, это работает, но не в России. Мы видим, как на наших глазах это работает в Израиле, но в России это не торкает. Поэтому, если тебе просто будут говорить о священном долге перед государством, ну, мы будем вспоминать и дефолты, и отношение государства к нам и так далее. Поэтому не сработает. А если нам говорится, что там нехристи, там гейропейцы, там сатанисты, наркоманы, язычники, скинхеды, да кто угодно, но там те люди, которые не имеют человеческого достоинства. Напоминаю, друзья, с чего я начал. Who is human? Человек – это образ и подобие Бога. Поэтому заповедь «не убий» относится к образу и подобию Бога. И если я разрешаю кого-то убивать, оправдываю войну, освещаю баллистическую ракету, краплю кадилом на автоматы Калашникова, это означает, что тот, в кого я буду стрелять, не является образом и подобием Бога. Он не человек. В нашем подсознании, а может быть даже и сознании, происходит дегуманизация образа врага. Мы лишаем его представления о том, что он такой же, как и мы. У него есть дети, у него болит нога, у него старенькая мама в больнице, у него денег не хватает на что-то элементарное, у него на единственной машине колесо прокололо, у него интернет плохо работает, у него там отец алкоголик и прочее. Мы просто и выгоняем его из этого пространства и относимся к нему, как мы относимся к собакам. Я, например, противник уничтожения собак. Я не буду их стрелять и прочее. Ну, если собака покусится на меня, на мою жизнь, ну, я ей дам такого серьезного пинка, чтобы мало не покажется. Если будет речь идти о бешенстве собачьем, то тогда я возьму винтовку и буду их отстреливать. И если мне разрешают стрелять в какого-то другого человека, я автоматически начинаю к нему относиться как к бешеной собаке. Вот что делает религиозная проповедь. И здесь не важно, что она произносит там перед 4% населения, которые ходят регулярно там каждый год в храм. Речь идет о том, что это имеет информационный эффект. Речь идет о том, что эти люди, обвешанные крестами, регалиями определенными, вещают перед нами от имени Бога. Они же ведь не говорят, что по моему мнению, смотрите, что говорит авторитетнейший богослов, он говорит, что это не его мнение, он говорит, что это Божья война. Поэтому там, куда надо стрелять, там Бога нет. Поэтому какой геноцид там, какие там страшные варварские убийства. Ну мы же не рассуждаем о том, как нужно отстреливаться от бешеных собак. Вот. Главное, чтобы эффект был достигнут, потому что там дьявол, там Бога нет. Вот такой эффект психологический имеет заповедь «не убей» в православных руках. Поэтому, говоря о 2000-х, 10-х годах, мы видим постепенное нарастание этого милитаризма, мы видим постепенное усиление вот именно внимания к религиозному аспекту деятельности политических лидеров. Сегодняшние учебники России по истории России – это учебники по истории российской государственности. Если, например, когда я еще учился на стыке эпох истории, нам говорили об Александре Невском как о правителе, совершившем цивилизационный выбор.
Вот, и хотя упоминалось про то, что это важно было православие и так далее, но все-таки речь шла о чем-то этническом, национальном, культурном и так далее. Почему он вместе с язычниками-монголами воевал против христиан, католиков из Европы? То сегодня даже совершенно более очищен, рафинирован этот аспект. Александр Невский – это святой, благоверный князь, который убивает противников Господа Бога. Христианство есть особый ранг святых. Это святые благоверные, причем в особенности это огромное количество есть именно в русской церкви. Ни в грузинской, ни в сербской, вообще в славянских православных церквях много святых воинов, там святой Савва, например, сербский, но такого количества по отношению к другим святым процентам в отношении, как в российской церкви, в общем-то нет. То есть святой благоверный Дмитрий Донской, он чудеса творил, по воде ходил, горы передвигал? Нет. Значит, смотри историю взаимоотношения с погаными агарянами, мусульманами в лице Золотой Орды. В частности, Александр Невский. В чем заключается его святость? На каком основании ты утверждаешь, что он сейчас в Царстве Небесном? Он там сейчас ходит. И я молюсь ему, есть храмы, лавры целые, монастыри, посвященные Александру Невскому. И если я к нему обращаюсь, то я убежден в том, что он там, он сейчас подойдет к Господу Богу и походатайствует за меня. Это православная фишка. Он имеет особый доступ к Богу. Но как он там оказался? Убивая иноверцев. А зачастую еще и не иноверцев, а представителей своей собственной веры, в частности, например, это было, например, с Дмитрием Донским, но которые находились по другую сторону политической принадлежности, которые имели иное гражданство. И имели точно такую же промывку мозгов, только с другой стороны. То есть вот этот милитаризм, который мы сегодня видим, он подспудно, постепенно окрашивался именно на религиозном плане, почему не случайно поместил в левом нижнем углу фотографию лидера когда-то очень любимой мной группы Алиса Константина Кинчева в футболке с признанным экстремистским лозунгом «Православие или смерть». Так что все постепенно начинается, все имеет генезис. Приучение человека к дегуманизации другого человека имеет длительную историю. В частности, эту тему я говорил по поводу милитаризма современного. Значит, если кто-то имеет возможность, я советую грандиозную культурологическую экспедицию. Если есть возможность, сходите в главный храм Министерства обороны Российской Федерации. И вы увидите не просто, значит, святых партизан, значит, архангелов с автоматами, вы увидите фрески, подобно тому, как в Византии изображали тогдашних кровожорных императоров и вельмож, по тому же аналогу сегодняшних чиновников мы тоже можем увидеть вот в таком вот виде. Вот. Говоря о проповедниках этого кровавого атомного православия, как они говорят, эти лица перед нами, они на слуху, я их даже произносить не буду. В теме «Мир и вражда между религиями» я более подробно говорил об этих всех ребятах, называл их по именам. Давайте и мы немножечко пробежимся по печальной теме практики, того, как этот запрет осуществляется на практике. Я не буду, друзья, показывать вам многочисленные кровавые картинки, покажу немножко кровавых картинок. Итак, во-первых, ислам, я уже говорил о том, что ограничение на этот запрет в исламе, во-первых, зависит от комментария, во-вторых, от комментатора. Поэтому сколько имамов, сколько комментаторов, столько исламов, грубо говоря. Внешне они все сходятся, и в то же время, когда одни заявляют о том, что ислам это религия мира, там голубков каких-то запускают, в то же время происходит обоснование убийства, которых огромное количество. Хотя мне могут, конечно, сказать, и уже пытались сказать, что я недостаточно знаком с исламом, что я должен изнутри осмотреть пространство чего-нибудь багажника чеченского для того, чтобы удостовериться, и что должен более детально пообщаться с носителями живого ислама, которые различными героическими 15-летними представителями древнейшей религии, которые, используя средства убеждения, докажут мне, что я не прав. Но на самом деле, значит, если мы посмотрим на историю терактов 20 века, то мы увидим примерно 60% всех терактов совершено по исламской теме, а 40% это все, что касалось
марксизма, ленинизма, маоизма и так далее. То есть примерно такое. Конечно, есть и индуистский терроризм, и буддийский и так далее, но примерно распределение такое. Яркий пример — Салман Ружди, значит, и аятолла Хамейни, который создал современную Исламскую республику Иран. Значит, за книгу «Сатанинские стихи» он издал фетву о, значит, необходимости найти Салмана Ружди и убить его. Тот, кто убьет его, тот шахид, мученик за веру, возлюбленный Аллаха. Эта фетва действовала очень-очень много лет. Где-то в начале 2000-х годов Иран заявил, что он не считает эту фетву государственным документом, но продолжил индексировать обещанные выплаты за эту фетву. И вот в прошлом году на Салмана Ружди все-таки до его тела добрались, он расслабился, стал путешествовать без охраны. И во время лекции на него напали, он еле смог выжить и, значит, потерял зрение на один глаз. То есть речь идет о том, что тот человек, который его убивал, руководствовался не отвращением к Салману Ружди как к писателю, бездарному, например, или какому-нибудь, значит, особо неприятному. Он руководствовался представлением о том, что Салман Ружди — это тот человек, который портит землю. А может быть, просто хотел бы срубить бабла понемножечку. Но так или иначе, именно религиозное восприятие дало ему эту возможность. В правом нижнем углу другая ситуация, которую я рассказывал и на вебинаре, посвященном миру и вражде между религиями, и даже неделю назад на вебинаре, посвященном биохимии религиозной. Самуэль Пети, если я правильно произношу, французский учитель, рассказал не показал даже карикатуру, а рассказал о карикатурах на пророка Мухаммеда. Отец его ученицы возмущенно это пообсуждал по телефону с неким имамом. Значит, и итог этого обсуждения вылился в то, что брат этой девочки, послушав возмущенные речи отца, значит, побежал и отрезал в центре Парижа голову учителю школьному, учителю истории. Вот здесь запикселированные фотографии головы и самого тела. Впоследствии, значит, выкрикивая Аллаху Акбар, конечно же, этот молодой человек, можем гордиться, он был наш с вами соотечественник, гражданин Российской Федерации, причем в Париже он был по программе беженства. Я так и не нашел уточнений, что за беженство, от кого именно. Но он был застрелен полицейским, поскольку не хотел бросать оружие. Его тело перевезли в родное село в Чечню и похоронили как шахида. Вот перед вами процессия. Похоронили как мученика за веру. Этот парень в черной футболке, как раз о нем говорю. Значит, и процессия, которая его хоронит, это был государственный праздник. Это мученик за веру. Это тот человек, который предотвращает порчу земли и делает наш мир немножечко лучше. Вот только две иллюстрации я здесь приведу, их можно привести 2222, но не буду ограничиваться, потому что иллюстрация всех иллюстраций, она уже явлена. Убивать нельзя, но если тебе говорят о том, что сам Аллах за это, кстати, по опросу, значит, Гуартин приводил результаты опроса, который провели в исламском мире сразу после теракта. Почти половина мусульман всего мира считали уже после совершения теракта Усаму бен Ладена одним из самых авторитетных вообще шейхов в мусульманском мире, одним из самых авторитетных толкователей, объяснятелей Корана. Ну, эта иллюстрация, конечно, говорит сама за себя. Ситуация в Нагорном Карабахе, когда на наших глазах было уничтожено целое государство. И ладно бы уничтожено как государство. Всякие ситуации были в жизни, там империи поглощают другие империи, всякое бывает. Но это привело к тому, что огромное количество людей, живших в этой стране, вынуждены были просто оставить эту землю и переселиться в никуда. Аналог, конечно, это геноцид армян в Османской империи, тоже столетней давности, страшная кровавая история, вот она повторяется. Конфликт в Нагорном Карабахе имел длительную историю, это этнонациональный конфликт, но если мы посмотрим на его историю, мы видим, что он очень во многом окрашен религиозно. Нельзя говорить, что это только религиозный конфликт. Но в мусульманском мире христиане чувствуют себя, мягко говоря, неровно. А зная историю отношения господствующего религиозного большинства мусульманского к меньшинству христианскому, в частности армянскому, армяне вынуждены были покинуть Степанакерт, покинуть Нагорный Карабах, покинуть Арцах. И мы, значит, теперь на наших глазах видим не просто
значит, государственную какую-то проблему, а уничтожение целого, так сказать, локального поселения, которое, опять же, повторюсь, в истории можете погуглить, имел этот конфликт религиозное измерение изначально. То же самое, что происходит сейчас перед нами. Если мы попросим генетика назвать нам принципиальное различие между арабом и евреем, я думаю, он почешет репу и самоустранится из этого вопроса. Поскольку по большому счету это люди не просто похожие, близкие, но даже имеющие очень родственную культуру. И очень-очень-очень многие столетия в мире, причем существовавшие рядышком друг с другом бок о бок. И вот мы видим конфликт в Израиле, который тоже имеет этнонациональный, этнорелигиозный, прошу прощения, этнорелигиозный характер, но риторика практически полностью наполнена. Кто такие, почему необходимо было Хамасу врываться в поселение израильтян и взрывать их? Потому что они евреи? Потому что государство Израиль не имеет права на существование? Потому что нужно всех евреев сбросить в море? Нет. Риторика была совершенно другая. Потому что они оскверняют мечеть Аль-Акса, левый верхний угол. А чем они осквернить? Самим своим присутствием, тем, что там какие-то ремонтные работы производятся, тем, что они там заходят туда периодически, как, например, в первую войну судного дня, значит, тем, что они ограничивают доступ мусульман туда только лицам старше 50 лет и прочее. Уже это является ограничением, они портят землю. То есть риторика, с которой началось вот официально вот это вторжение, она была исключительно религиозной. Так что на наших глазах, хотя можем рассуждать о светском, секулярном мире, религия до сих пор мотивирует людей убивать других людей, не считать их людьми, и все во имя любви. И все во имя исполнения заповеди «не убий». Вот оно, религиозное изощрение в риторике, когда я беру нечто и делаю полностью противоположным. Я беру заповедь «не убий», и таким образом ее и изменяю, что получается, я должен пойти и убить еврея, если я мусульманин, поскольку, существуя, будучи живым, еврей не дает права мне жить. Поэтому, убивая еврея, я не только не противоречу заповеди «не убить», я ее осуществляю. Ну, не только об исламе речь идет, конечно, о конфликте, который до сих пор в вялотекущей форме продолжается в Северной Ирландии. Проблема Ольстера, Белфаста и прочее, то есть речь об этом до сих пор идет, до сих пор подполье экстремистские организации действуют. Поскольку Ирландия с большим трудом, католическая Ирландия, отпочковалась в начале 20 века от протестантской Великобритании, но регион, где проживает совместно примерно то ли 50-50, то ли 60/40, микс из ирландцев, не англичан, ирландцев, католиков и протестантов, вот этот вот микс обозначил. Почему в остальной Ирландии нет этой проблемы до сих пор, проблемы Северной Ирландии? Потому что нет микса. Ирландцы. Чем отличается генетический ирландец-католик от ирландца-протестанта? Понимаете суть вопроса. Но вероисповедание, упование и так далее. Так что это война, которая в 70-е годы, в 90-е годы, в начале 2000-х годов вспыхивала. В 94-м году как бы перемирие было подписано между повстанческими различными организациями, потому что и с той, и с другой стороны действуют повстанцы. И ни королева Елизавета, ныне покойная, ни папа Римский не мог усмирить свои стороны, поскольку главой англиканской церкви является королева, ну не король Чарльз, Карл, то есть, значит, главой католической церкви на тот момент являлся папа Иоанн Павел II. Никто не мог остановить то, что происходит. Потому что эти люди, они понимали, дегуманизировали образ не просто своего соседа, зачастую даже своего собственного родственника, человека, у которого там, гены практически одни с тобой. Сегодняшняя Центральная Африка, так называемая Великая Конголезская или Великая Африканская война, которая идет по большому счету почти 40 лет уже, в ней различные силы участвуют. Это не только конфликт Хуту и Тутси, мы про него знаем, это проблема чудовищный геноцид в Руанде, 1994 год, это в Уганде то, что творил этот безумный каннибал-диктатор Иди Амин. Не только об этом речь. Речь идет об убийстве человека. Не о политических конфликтах, а о конфликтах этнорелигиозных.
Одной из таких вот сил, конечно, в большей степени это конфликт этнический, но есть и организации, которые собирают в себя людей, невзирая на их этническую принадлежность, а по принципу общности мусульманской. Значит, огромное количество мусульманских организаций там есть, но в частности я про них говорить не буду. Поговорю про христианскую организацию «Господня армия сопротивления», которая движима христианином, католиком Джозефом Кони, значит, которая вербует, не вербует, а собирает себя детишек для того, чтобы вырастить их уже готовыми борцами этого сопротивления. Это армия. Подобные ситуации, подобные организации по образу Джозефа Кони созданы, например, в Индии. Есть целых две больших организации, которые сейчас уже пошли на перемирие с индийскими властями, но до сих пор продолжают попугивать, значит, некоторые регионы в индусских и исламских районах Индии. Ну а в Африке до сих пор продолжается вот эта история с этими детьми с автоматами Калашникова, которые хвастаются друг с другом, друг перед другом ожерельями из черепов взрослых людей, и при этом все являются верными, богобоязненными христианами. Это на наших глазах также происходит. Но есть некоторый крен. Сегодня религиозное обоснование конфликта, оно постепенно переходит с чисто политического уровня конфронтации на такой партизанский, на конспирологический, на информационный уровень. Один из примеров этого — это движение различные конспирологические, включая QAnon, движение в США, которые весьма серьезно поддерживали Трампа, которые осуществили так знаменитый штурм Капитолия, которые очень тесно завязаны и со скинхедами, и с ультраправыми, и с Куклукс-кланом, и которые объединяют общее отвращение не только к афроамериканцам, сейчас этот момент он как бы немножечко затерся, но ко всяким противникам традиционного протестантского белого христианства в Великобритании. Так что этот момент до сих пор есть. И более того, представители вот этих движений, они проникают очень активно в правоохранительные структуры, в армию. Вот на слайде, который находится наверху по центру, мы видим одного из представителей президентской гвардии, который имеет на себе шеврон, свидетельствующий о том, что он разделяет идеи QAnon, о том, что миром правит тайная закулиса, которая состоит из педофилов-сатанистов, которые крадут христианских детей, растлевают их, уничтожают, убивают, пьют их кровь и служат сатане. Вот это, друзья мои, не средневековое варварское католичество XIV века из Европы, это сегодняшнее США. Значит, проявляется это движение не в каких-то конфликтах внешнеполитических, хотя я думаю, за ними дело будет дальше обстоять, поскольку штурм Капитолия уже есть такой прецедент, значит, а в адресных терактах, в убийстве, например, гей-активистов, в убийстве сторонников легализации однополых браков. Вот перед вами схема определенная, которая на 2020 год показывает количество убийств и прочих нарушений жизни, покушений на жизнь, связанных с неправильной с христианской точки зрения ориентации человека. Подчеркну, здесь, как правило, речь идет либо о меньшинствах, либо о движении за запрет абортов, которые на наших глазах сейчас уже в некоторых штатах США снова одержали победу. А там, где они не одерживают победу, можете сами погуглить, огромное количество убийств и убийц, которые были мотивированы именно христианством. То есть во имя заповеди «не убий», которая запрещает аборт, по их представлению, они шли и убивали других взрослых людей, которые пропагандируют знаменитую фразу «мое тело, мое дело» и легализацию абортов. Если говорить о наших реалиях, то есть уже определенные прецеденты. Голос такого ультраправославия с точки зрения все нынешнее православие оскотинилось, все либеральничалось. Это, конечно, Герман Стерлигов, его знаменитая пекарня в центре Москвы, где я лично был и лично видел эту табличку. Если хотите, разглядите. Вот, я боюсь, что меня забанят, если я произнесу эту фразу, но речь идет о вход воспрещен. Представителям нетрадиционной сексуальной ориентации входа нет. То есть
стерлигов явно и не стесняясь в выражениях проповедует необходимость уничтожения представителей сексуальных меньшинств. Такое же движение и в Украине было, и в Европе до сих пор идет. И в частности в правом верхнем углу изображен просто в качестве примера известный актер Алексей Девотченко, исполнитель роли миллионера-корейка в сериале «Золотой теленок», которого в метро убили некие лица кавказской национальности за то, что, по их мнению, он походил на гомосексуала. То есть, с точки зрения этих ребят, такой человек не имеет права жить. Ну, вернемся к моему любимому буддизму. Перед вами фотография ныне выпущенного из тюрьмы так называемого буддистского Усамы бен Ладена, известного проповедника, монаха Ашина Виратху, который пропагандирует движение сопротивления буддистского кому? Христианам и в первую очередь мусульманам. Где? Шри-Ланка и Бирма нынешняя. Вот там его идеи особенно популярны. То есть речь идет о буддизме с автоматами. И речь идет не просто о каком-то абстрактном действии или сопротивлении злу ненасилием, таком гандизме, о котором я скажу через несколько минут. Речь идет действительно о попытке изгнать мусульман или там христиан со своей территории. В первую очередь, конечно, мусульман. Вы можете почитать, посмотреть речи этого персонажа, невзирая на то, что Далай-Лама его осудил, это нисколько не умаляет его популярность в социальных сетях, в которых он заявляет, подчеркивая, некоторые сводят его полемику с мусульманами, его призывы к этнической деятельности. Нет, речь идет о, значит, агрессивном буддизме. Он доказывает, что буддист не только имеет право взять в руки оружие, защищая свою веру, но он обязан это сделать. И приводит огромное количество боевого буддизма, начиная с наших с вами калмыцких сопротивленцев распространению Российской империи, ну и заканчивая, конечно, движению за освобождение Тибета. Так что можете сами посмотреть. Хотя, конечно, как правило, буддизм выбирал другой способ. Когда речь шла о невыносимости существования в этом мире и необходимости нарушить жизнь, как правило, буддисты прибегали к другим методам. Метод, который самым известным является, потому что он изменил политическую ситуацию, это самосожжение Тхикуандыка, которое являлось протестом против ущемления президентом-католиком прав буддистов. В итоге это привело к убийству и свержению президента и всей его клики. И считается во многом до сих пор, что именно вот это образцовый такой путь буддизма, который хотя и настаивает на отказе от насилия, но если очень хочется, то можно и даже нужно. Речь, если мы говорим о самоубийстве ритуальном, это ведь тоже нарушение заповеди «не убей». Это практиковалось, и не только знаменитые примеры, такие баснословные, басноподобные примеры самосожжения русских православных старообрядцев, но и храм народа Джима Джонса, который совершил по религиозным соображениям самое крупное самоубийство массовое в мировой истории. Так что, если речь идет о «не убий», опять же, мы видим, Джим Джонс смог околдовать участников таким образом, что, судя по описаниям, люди подходили и пили стаканчики с ядом, видя, что предшественники их уже упали мертвые. То есть это не было коллективным психозом однозначно. Это не было никаким обманом. Люди сознательно шли вот на это действие, на эту смерть. А как же быть все-таки с буквальным прочтением заповеди? Как же быть действительно с тем, что Иисус Христос сказал, поднявший меч от меча и погибнет, и приказал апостолу Петру, который, движимый праведным гневом, выхватил меч из ножен и даже отсек ухо рабу первосвященника, пытаясь своего учителя спасти. Христос сказал нет и пошел на смерть, отдал себя на распятие за смерть на людей. Вот именно этот образ попытался перезагрузить Лев Николаевич Толстой, один из самых главных, не просто популяризаторов, а по сути дела это основатель современного пацифизма. В своей знаменитой статье, отчасти за которую он был отлучен от православной церкви,
который называется «В чем моя вера?». Он переструктурировал учение Иисуса Христа и обозначил, что христианин не имеет права бороться насилием против другого человека, даже если под вопросом смерть его близких или его самого. Он должен это принять, поскольку в этом заключается путь истинного христианина, истинный путь в Царство Небесное. Обратите внимание, опять же мы говорим о риторике. Обратите внимание на риторику Толстого. По большому счету она ничем не отличается по механизмам от риторики православных богословов. Но она ведет совершенно в другую сторону. Используя евангельские цитаты, он утверждает абсолютную безукоснительность этого движения ненасилия, абсолютного пацифизма. Связь его и Махатмы Ганди однозначно, они переписывались. Лично перед вами даже фото письма, которое Ганди отправил Толстому. Его ученики после смерти уже Толстого приезжали в 10 и в 12 году в Ясную Поляну и учились непосредственно у приближенных толстовцев. Учение Махатмы Ганди имело чрезвычайное развитие сопротивления злу, ненасилия в Индии, которое оно привело во многом Индию к отделению от Британской империи, к обособлению в отдельное государство и к смерти самого Ганди. Его идеи по-своему адаптировал Мартин Лютер Кинг, как призыв в противовес черным пантерам, например, как призыв к ненасильственному сопротивлению не просто, как это сводит обычно афроамериканское меньшинство, а вообще к призыву к низам протестовать против верхов ненасильственными путями. Но Мартин Лютер Кинг разделил тот же самый путь, по которому прошел его учитель Махаджас Карамчат Ганди. Так что есть эта теория, работает она или не работает. Ну, подумайте сами, а я предлагаю в качестве иллюстрации. Как говорил Ганди, око... Ой, у вас все время то Ганди, то Иисус Христос. Око за око, и весь наш мир ослепнет, и я всем сердцем верю в это. А вот и нет. Все равно останется один одноглазый. Как последний ослепший сможет выбить второй глаз последнему зрячему? Ничего не получится. Зрячий-то, не будь дурак, убежит и спрячется где-нибудь под кустом. Ганди ляпнул фигню. Ни у кого не хватает смелости сказать об этом вслух. Поэтому, по большому счету, как нам быть в этой ситуации, если проповедники ненасилия сами являются хитрыми манипуляторами насилия, но которые не уничтожают вообще в человеческой природе, а лишь перенаправляют по своим собственным правилам, в собственных своих интересах. Ну, во-первых, конечно же, самый главный наш путь — это просвещение. Откуда берется религия, на каких основаниях она держится. Речь не идет о том, чтобы считать сумасшедшими, безумцами, опасными социально верующих людей. Речь идет просто о просвещении. Откуда у меня берется религиозность, у моих близких, соответствующим дифференцированием отношения к их поведению, к их взглядам, в общем-то. И многократно я приводил в пример культурно-историческую схему Льва Семеновича Выгодского, которой я руководствуюсь. Почему очень важно не сводить религию к частному делу каждого. Она не способна и никогда не согласится оставаться, а необходимо вести просвещение. Меня часто мои коллеги-религиоведы укоряют за то, что я не рассказываю просто вот о религии, а вот есть вот такие-то вот нюансы, такие-то особенности ритуала, а у меня постоянно какой-то призыв к изменению отношения, к изменению представления о религиозном воздействии. То есть я не могу спокойно анатомировать ее. Да, друзья мои, есть энтомологи, которые бабочек всяких изучают. Вот, значит, это нужная наука. А есть паразитологи. И мы не согласимся с тем, что паразитолог просто так изучал глиста. Нам от паразитолога нужно все-таки прояснение действия конкретного паразита на наш организм и объяснение того, как с этим паразитом, как от этого паразита отделаться. Поэтому я не из энтомологов, религиоведов, я скорее из паразитологов. Потому что самое главное — это понимание, представление, что моему действию предшествует определенная мысленная мотивация, которая формирует мои инстинкты, мои страсти, в том числе разрушительные и саморазрушительные, и направляет в определенное русло, которое реализуется не только в виде действия конструктивного, но и в виде действия деструктивного. То есть тот, кто мне говорит,
тот мной и управляет. Да, друзья, не только женщины любят ушами. Это важный момент, и поэтому просвещение должно нам помогать. Мы должны помнить, что не убий – это не принципиально религиозный запрет перед вами, в данном случае иллюстрация знаменитого столба Хаммурапи. Это общий религиозный запрет, который вызрел еще за многие-многие столетия до появления самых первых каких-то зачатков организованных религий. Это не имамы, не священники, не раввины придумали. Это просто общий принцип самосохранения. Для того, чтобы жить, нужно давать жить другому человеку. Если я устраняю со своего пути того, кто мне не нравится, я таким образом провоцирую эскаладу насилия. Поэтому не нужно убивать никого. Говорилось до христианства, до иудаизма, ислама и помимо этих религий. Поэтому утверждать, что безбожник сразу побежит, как Достоевский, всех поубивает, как Достоевский, это, конечно, как минимум лживое утверждение. Исторически, эволюционно сражались наши моральные правила, и правило «не убей другого и дай ему жить», правило «свобода моего кулака заканчивается там, где начинается лицо другого человека», это универсальное правило. И не надо сюда примешивать всякие религиозные замуты. От этого будет не просто хуже, от этого будет полностью противоположный эффект. Чудовищно, даже противоестественно актуальная тема. Если вы считаете, что я не прав в каких-то из своих обобщений, пожалуйста, критикуйте меня здесь, в комментариях, на моем телеграм-канале, только прилично, с использованием аргументации нормальной. Не надо хамить или угрожать, я и сам с усам. По многим моментам я и сам хотел бы быть неправым. Истина рождается в споре, для этого нам и дан диалог, умейте вести дискуссию. Спасибо за внимание, друзья. Пожалуйста, лайкайте, рекомендуйте другим мое видео. Ну, если понравилось вам, пожалуйста, выражайте свою благодарность единственно объективным материальным способом. Ссылка для донатов в описании. Спасибо за внимание. Пока.